Друзья, всем привет! С вами Инна. В интернете вы чаще меня можете найти как Вининос. Кто не знает, я дизайнер авторских украшений. Я делаю украшения на заказ, продаю готовые работы, а также я снимаю для вас видео мастер-классы и показываю разные техники. В основном у меня, конечно же, украшения, но мне также можно найти и декорирование, и переделки. Ну и в дальнейшем еще будет много всего интересного, не только связанного с украшениями. Вот как раз я на эту тему и хотела бы сегодня с вами поговорить и снять такое небольшое видео распаковки и показать, чем же я сейчас увлеклась и что же я хотела бы сделать, ну и показать вам, конечно же. Как вы уже, наверное, догадались по бутылкам крупным, я хочу что-нибудь сделать из эпоксидки, но я никогда до этого раньше не занималась эпоксидной смолой. Поэтому я буду показывать видео вот прям для новичков, что у меня будет получаться, что не будет получаться, все мои идеи. Поэтому предлагаю учиться вместе со мной. Я, конечно, пересмотрела огромное количество материала обучающего. Я не просто так вот купила и решила заняться. Ну, одно дело посмотреть, а другое дело попробовать, на собственном опыте убедиться. И сегодня у меня такая небольшая распаковочка. Я покажу, что же я заказала для того, чтобы заниматься эпоксидкой, и какие формы мне пришли с AliExpress. Почему же я заказала формы на AliExpress? Ну, в общем, я давно уже хотела заняться эпоксидкой, но как-то откладывала все на потом. И таким толчком у меня послужило то, что я увидела у одного из мастера эпоксидный клатч, залитый в формы. И я прям загорелась, хочу такой же, хочу попробовать сделать что-то. Конечно же, нам всем, когда мы что-то видим интересное, хочется быстро и сразу. Я побежала на все интернет-магазины, сайты, маркетплейсы, но нигде не нашла такую форму. Возможно, я плохо искала. Я как бы ничего не хочу сказать, но из того, что я просмотрела, мне не попалась такая форма. И я пошла на наш AliExpress, который вручает в любой момент. Вот. Кстати, пересмотрела также видео, как заливать такой клатч. Там возникли некоторые вопросы. И по комментариям под формами на AliExpress я поняла, что люди не посмотрели эти видео и сделали грубейшую ошибку. Но это я все расскажу уже по ходу. А вначале я сейчас покажу, значит, какие материалы мне уже пришли с AliExpress. Что за смола и что я еще к ней дозаказала. Я заказала густую смолу, потому что после того, как я просмотрела уроки по заливке, я поняла, для каких целей мне нужно, что я хочу сделать. И густая оказалась самая подходящая, потому что, вот, к примеру, если я буду делать бижутерию, да, она прозрачная, она не желтая, то мне хотелось бы создать такую линзочку сверху, да, это можно только добиться с помощью густой смолы. Дальше я хочу попробовать порисовать. Опять же, жидкая смола, она немножечко смешивает краски, растекается, а густая, она вот создает именно красивые узоры. В общем-то, если я захочу сделать ее более жидкой, как в одном видео мастер показал, я поставлю в горячую воду, ну, посмотрю по ходу, будет ли это действовать, да, и она якобы станет более жиже. Но это если я захочу залить какие-нибудь там одуванчики, цветочки, такие мелкие детальки. Пока у меня нет такого в планах, пока у меня более изделия плоские, но буду смотреть. Вдруг я так втянусь, что мне захочется потом все на свете залить смолой. Я вам буду все показывать в видео, буду с вами делиться своими успехами, своими неуспехами. Мы будем учиться вместе с вами. Я надеюсь, вам будет интересно. В общем, остановилась я на густой смоле. Пока эту фирму рекомендовать вам не буду, потому что я ею не работала с ней. Поэтому как бы вы увидите сами по ходу моей работы, подходит она или нет. Возможно, придется искать еще свою смолу. Пока я вот такую вот купила.
смола и, соответственно, отвердитель. Она удобна еще тем, что разводится 2 к 1, потому что не все виды смол разводятся по такому принципу. Конечно же, у меня есть ювелирные весы, на котором я буду отмерять, но согласитесь, когда простое вычисление, да, чтобы не запутаться, это всегда хорошо, чем когда там отмерять 3/4 какие-нибудь. Так, дальше я купила красители. У меня еще придут красители, это первая часть красителей пришла. Также мне еще придут, значит, белый краситель для создания волн, потому что, конечно же, я хочу попробовать море сделать. Куда же без моря? Все попробовали, а я не попробовала. Вот, поэтому еще синий краситель, еще придет краситель, вот белый, который имитирует волны. Так, что еще? Еще придет корректор. Это спрей, который убирает пузырьки. Потому что горелку мне не хочется покупать, а вот я решила попробовать все это спреем убрать. Но опять же, я буду вам рассказывать, действует, не действует. Может быть, мне придется обратиться к горелке. Все по ходу работы. Если вас также интересует эпоксидная смола, я думаю, вам будет интересно видеть все мои эксперименты. И также вот заказала комплект золотых красок. Я когда заказывала на Алиэкспресс, я заказала один вот такой вот бутылочку такую с золотой краской, но я смотрела, что она еще очень далеко, неизвестно, когда она придет, а мне хочется уже сейчас творить, поэтому я дозаказала на Озоне. Достаточно недорогой, вот прям комплект из 4 красочек. Также заказала палочки, которыми я буду все это размешивать. Еще у меня были заготовлены весы, я уже сказала, перчатки, респиратор. Так, правильно, да? Респиратор, правильно я проговорила. Он мне давно уже был куплен, лежал новый, ждал, видно, своего часа. Что я еще? Корректор я сказала. Ну и формы, в которые я это все буду заливать. Значит, я сейчас вот это отставлю аккуратненько, чтобы мне было удобнее вам показывать. И достану я посылочку свою. Так. И достану посылочку, которую я так ждала. Кстати, посылка пришла достаточно быстро, чуть больше 2 недель. Ну, я не знаю, что там. Вот я прям при вас вскрываю ее, и я буду точно так же удивлена, как и вы. Так, это 2 формы, которые мне хотелось попробовать сделать. Так, начнем с маленькой формы. Ссылочки, кстати, на все товары я оставлю, потому что, ну вот я, к примеру, клатч искала даже на Алиэкспресс. Я не скажу, что я прям зашла на Алиэкспресс, и он мне первый попался. Сейчас мне алгоритм Алиэкспресс уже рекомендует, но вот первый раз, когда я зашла, я долго искала, и я искала еще по отзывам, в общем, потратила. Поэтому ссылочки будут. Если вы также захотите что-то такое сделать, то вы можете перейти и быстро себе заказать. Так, а эта форма... Она маленькая, и, в общем-то, я хочу начать не с клатча, а начать с более мелких форм, чтобы понять все свои ошибки. Это форма для создания подставки под телефон. Вот такая вот необычная. Как-то она... Ага, она, по-моему, что-то типа такого ставится. Ну, не помню, я посмотрю в инструкции. Я когда сделаю, вы увидите. Такая очень симпатичненькая, она небольшая. В общем-то, на таких мелких формах хорошо пробовать какие-то рисуночки делать, потому что на большие картины вначале страшновато начинать с большого. Поэтому вот такая вот форма у меня для телефона, для подставки под телефон. Мне кажется, достаточно интересный вариант заливки, потому что все вот делают часы, большие подносы, а вот подставочек под телефон я достаточно мало видела. Но они все бывают еще разные. И вот это вот как раз вот клатч у меня, который как это все вскрыть, чтобы ничего не испортить. Так, шелестит, чтобы не перебивал звук. Сейчас я быстро все отрежу.
Так, и вот такая вот форма мне пришла под клатч. Она, конечно же, идет, я купила одну, чтобы сначала залить одну половинку, потом другую, потому что достаточно все затратно, поэтому остановилась на одной. И сейчас расскажу ошибку, которую многие совершили покупатели, которые не посмотрели предварительно обучающие видеоролики, как этой формой пользоваться. Потому что там на сайтах не на одном, а на многих представлены два вида форм. Вот прям вот такие вот прямоугольные, одна и вторая. И по разным ценам. И, конечно же, все заказали более дешевый вариант. Вот такой еще у меня фермуар. И, конечно же, заказали все более дешевый вариант. И все в комментариях, я прям много перечитала комментариев, потому что я всегда читаю, насколько качественная, насколько добросовестный продавец. Вот. И все, большинство комментариев прям писали, что вы нам выслали. Оно не подходит к рамке, ну, сама форма не подходит к рамке. А на самом деле, там на сайте представлена вот большая форма для заливки самого клатча. Так, она хоть подходит, надо приложить, подходит. А вторая, похожая форма, которая вот дешевая, она, оказывается, также отливается, но она по форме немножечко меньше. Это делается для того, чтобы ты отлил, допустим, из прозрачного, без красителей, из прозрачной смолы, наклеил сверху клатча, а внутрь положил какие-нибудь блесточки, перекатывающиеся шарики, там, ну не знаю, глиттер. И вот получается клатч, сверху такая накладка прозрачная, и там внутри будут у вас перекатываться разные ну, материалы, которые вы туда засунете. Люди этого не посмотрели, заказали более дешевый вариант. Поэтому я проделала, считаю, большую работу. Так, и давайте посмотрим, что же это за форма. Конечно, я понимаю, что придется очень долго делать. Сначала одну форму, потом другую. Но я пока не производство собираюсь налаживать и попробовать. И тратится тоже мне очень большая сумма получилась все это купить. Вот такая вот форма, видите, она даже укреплена, чтобы она никуда не елозила, не ездила. Пластик такой плотный. Буду пробовать и вам все показывать. Ну и сам фермуар, и к нему цепочка. Кстати, на этих сайтах потом, если вдруг мне понравится, я могу всегда дозаказать и еще одну форму. Там не комплектом это идет, а покупается все отдельно. Вот такая вот цепочка с карабинчиками. И сам фермуарчик, куда потом вставляется, вклеивается уже готовая отлитая форма. Так, как он? Ага, открывается. Я просто хочу посмотреть, насколько металл качественный. Ну, в общем-то, я не вижу никаких царапин. Вот, смотрите, я прям все так тщательно покажу. Бывают металлические какие-нибудь проплешины. Этого ничего вроде бы нету. Все достаточно качественное. Вот такой вот замочек. В общем, буду смотреть, что получится. Ну и также вас призываю оставаться со мной. Кто не подписался, подписываться, потому что у меня планируется на самом деле много всего. После эпоксидки, может быть, еще что-нибудь буду показывать, буду увлекаться вместе с вами. Пока вот у меня планируется несколько видео по созданию разных предметов из эпоксидной смолы. Опять хочу повториться, что буду пробовать смолу. Подойдет она, не подойдет. Возможно, придется другую еще покупать. Не хотелось бы, конечно, но я такой вариант допускаю. Вот, буду пробовать, буду изучать. Если что-то вдруг что-то будет не получаться, буду дальше изучать этот вопрос, чтобы вам на выходе уже показывать то, как правильно работать с этим материалом. Ну, на этом все. Все, что я хотела вам сегодня показать и поделиться.
Повторюсь, подписывайтесь, оставайтесь вместе со мной. До новых встреч, до новых наших эпоксидных встреч.